И дети, и внуки отговаривали Семена Трофимовича от этой поездки. Куда и к кому ты в свои 75 лет? Но хотелось Семену побывать на своей малой родине. Последний раз. Уговорил детей, отпустили те его на неделю, если считать вместе с дорогой. Полвека назад уехал он из своего города за квартирой, за деньгами. Получил квартиру, привез жену с дочерью. Уже здесь родился сын. Незаметно прошло четверть века. Уже и внуки появились. Вот только там, на малой родине, уже и родители умерли. Похоронили их достойно. Там два брата Семена рядом с родителями жили. Да и сам он далеко не беден. Прошли очередные четверть века. За это время лишь 2 раза ездил Семен на свою малую родину, на похороны старших братьев. И у него самого после тяжелой болезни жена умерла. Дочь и сын живут хорошо. 4 внуков, взрослые уже, и даже 1 правнук есть. Но вот замучила Семена ностальгия. Говорят, так бывает в старости. Захотелось побывать там, где прошло детство и юность. Да только там никого уже не осталось. С племянниками и племянницами связь потерялась. Кто уехал в другие города, кто номер телефона сменил. Да и племянникам уже за 50. А вдруг кто остался? И вот приехал он в город своего детства, остановился в гостинице, словно чужой, переночевал и на следующее утро пошел по родным местам. Была суббота, и он надеялся найти хоть кого-то из родственников или друзей детства. Родительскую квартиру продали лет 30 назад. Пошел, где братья жили, сначала к среднему. Набрал номер квартиры на домофоне. «Вам кого?» — раздался чужой голос. «Здравствуйте, здесь раньше Уваровы жили». «Может, раньше и жили, но здесь мы уже лет 20 живем. Извините». Пошел, где старший брат жил. Позвонил в этот домофон. «Это кто?» — раздался женский голос. «Здравствуйте, здесь раньше Уваровы жили». «Да, мы Уваровы. А вы кто?» «Я...» И тут Семен запнулся. Он даже не мог понять, с кем разговаривает и как представиться. «Я тоже Уваров». «Ярослав!» — крикнула женщина кому-то внутри квартиры. «Там кто-то Уваровых ищет, а кто — не знаю». «Вам кого?» — раздался в трубке мужской голос. «Я когда-то давно...» Семен просто не знал, что сказать. «Зайдите». Видно, говорящий понял его душевное состояние. Раздался щелчок электронного замка, поднялся на 2-й этаж. Дверь открылась, показался молодой мужчина. «Зайдите», — повторил он. Вошел в квартиру. Молодая женщина, 2 маленьких пацана. В самой квартире евроремонт. «Извините», — начал разговор Семен. «Здесь раньше мой брат Федор жил. У него были дети, Андрей и Виктория». «Андрей Федорович — мой папа». Голос мужчины дрогнул. «Он умер 2 года назад». «Умер?» У него с сердцем плохо было. Ему 58 исполнилось. С минуту все молчали, но вот молодой мужчина приложил руку к колбу, словно что-то вспоминая. «Вы дедушка Семен?» — неуверенно произнес он. «Да, выходит, ты мой двоюродный внук». «Да», и протянул руку для приветствия. «Ярослав». Они пожали друг другу руки. «Проходите, проходите», — засуетилась женщина. После чая хозяйка достала старый альбом. «Это родительский, мама нам отдала». А где она сама? Непроизвольно вырвалась у Семена. Хозяева неожиданно замолчали. Затем Ярослав, опустив голову, промолвил: «Она недавно 2-й раз замуж вышла». Вновь неловкое молчание. Чтобы как-то разрядить обстановку,
Семен стал листать альбом. Как и в любом семейном альбоме, вначале шли старые, черно-белые фотокарточки. Вот и брат его, Федор, совсем молодой. Вот и он сам, только из армии вернулся. «Это вы?» — спросил двоюродный внук. «Я», — перевернул страницу. «Это мы на свадьбе твоего деда. Вот на третий брат Юра, вернее, второй, третий я». Семен листал альбом. Перед ним проходила жизнь его брата. Иногда она задевала и его самого. На одной из последних он на похоронах брата держит за руку маленького мальчика. «Дедушка Семен», — удивленно произнес двоюродный внук, — «так это я с вами. Мне тогда 4 года было». «Выходит, мы с тобой уже давно знакомы». «Выходит». «Ярослав, а кто еще из наших родственников в городе?» Стали вспоминать, но таких не оказалось. Его тетка уехала в Германию, а со своими троюродными братьями и сестрами Ярослав даже знаком не был. Посидели, еще немного и стали прощаться. Конечно, обменялись телефонами, пообещали друг другу звонить. Но Семен прекрасно понимал, что это ненадолго. Он просто попытался вспомнить своего двоюродного деда и не вспомнил. Куда еще сходить? Решил в тот поселок на окраине города, где детство прошло в дедовском доме. 60 лет с тех пор прошло, как родители квартиру получили. Приехал, остановил такси в конце улицы. Дом деда был в переулке. Вот и решил пройтись пешком по 2 улицам, где его детство прошло. Но уже подъезжая, понял, что ничего не только родного, но и знакомого не увидит. Вышел. Здесь изменилось все. Дома новые, заборы другие. Ходит молодежь, взрослые, пожилые. Семен понимал, когда он бегал по этой улице мальчишкой, никто из них еще даже не родился. Прошел улицу, повернул. Вот и дом его детства, вернее место, где он должен был стоять. На этом месте другой, чужой дом. Огляделся, кругом ничего знакомого. На глаза навернулись слезы. «Ты здесь чужой, Семен». Не оглядываясь, пошел дальше. Соседний дом такой, старый. А ведь когда-то казался таким красивым, подумал он. Когда был совсем маленьким, часто здесь бывал. Он был в семье самым младшим, всем мешался. Старшие братья в школе, родители на работе, дед постоянно занят. У соседей была девчонка, его ровесница. Вот его и отправляли к ним. Или ее. Пока в школу не пошли. Что-то ему это в голову пришло. С тех пор уже 70 лет прошло. Даже не может вспомнить, чтобы он с ней после этого вместе играл или встречался. Повернул на улицу. Женщина пожилая сидит. Спросить, что ли, кто здесь сейчас живет? Подошел. Здравствуйте. Здравствуйте. А сама смотрит с любопытством. Я раньше, давным-давно, в соседнем доме жил. Когда мне лет 5 было, меня родители, когда были заняты, сюда отправляли. У них девочка была, моя ровесница, ее Томой звали. Женщина вдруг как-то странно заморгала глазами. «Сема, это ты?» «Ты, Тамара?» «Семен, вся жизнь моя на этой улице прошла». Подвинулась на край скамейки. «Ты садись, садись. Рассказывай, как ты здесь очутился. Мне Сергей, твой одноклассник, давно еще, рассказывал, что ты куда-то уехал. А как он сам?» «Помер. Уже лет 10. Царствие ему небесное. А сама как?» «Как все. Вышла замуж за Толика Дроздова. Может, помнишь? Он вон в том доме жил. Правда,
Раньше дом маленьким был. Это уж потом такую домину отгрохали. 2 дочерей у нас родились. Одна замуж вышла и с мужем в областной город уехала. Долго и с удовольствием рассказывала пожилая женщина о своей жизни. В ее рассказе часто мелькали знакомые фамилии, а Семен сидел рядом и слушал о жизни, которая могла быть и частью его жизни, останься он в этом городе. Умер мой Толя, 30 лет уже прошло. Закончила свой рассказ Тамара. В нашем доме сейчас младшая дочь с зятем и внуками живет, а я в отцовский дом перебралась. Дочь приходит, помогает. А кто из нашего поколения остался? Кого я знал? Витька, брат твоего одноклассника Сергея. Он вон в том доме живет. Мы с ним часто друг к другу в гости ходим. Ты его должен знать. Когда ты на автозавод переехал, тебе уже лет 15 было. Знаю я его, конечно. Сейчас позвоню ему. Одела очки, достала телефон. Виктор, приходи быстрее ко мне. Что случилось? Приходи, узнаешь. Минут через 5 показался пожилой мужчина, опирающийся на палочку. Он подошел с любопытством, посмотрел на Семена. Что, не узнаешь? Семен Уваров, с твоим братом в одном классе учился. Мужчины радостно пожали друг другу руки. А Тамара продолжила вспоминать, кто еще из их поколения остался в живых. И вдруг вскрикнула. «Ох, старая я дура! Так Аня ведь еще жива!» «Какая Аня?» Сердце Семена забилось. «Ну, сестра твоего друга, который в армии погиб. Царствие ему небесное. Так их дома нет». А сердце забилось еще сильнее. Она замуж вышла за парня, который напротив их дома, немного подальше жил. Ты его не знаешь. Они приехали, когда ты в армии был. Она тоже одна живет. Мужики-то почти все поумирали. Она часто тебя вспоминает. Ты ведь ее первая любовь. Я? Ой, ведь у меня ее телефон есть. Достала телефон. Аня, быстрее ко мне. Тамара, ты что такая возбужденная? Посмотрим, какая ты сейчас будешь возбужденная. Аня была сестрой лучшего друга Семена. Она была на 2 года младше их, и они считали ее салагой. Последний раз он ее видел, когда вернулся из армии и пришел в гости к родителям погибшего друга. Но этот эпизод так и остался эпизодом в его жизни. И вот из-за дома вышла пожилая женщина. Семен встал, пошел навстречу. Та остановилась, вглядываясь в его лицо, и вдруг ее глаза стали огромными, лицо озарила радостная улыбка. «Сема!» И бросилась в его объятия. «Как я полагаю, — хитро улыбнулся Виктор, — нашу встречу нужно отметить. Как ты думаешь, Сема?» «Я не против. А вы, девчонки?» «Ну, мы тоже не против». Улыбка озарила и лицо Тамары. «Да ведь, Аня?» После обращения девчонки разве можно таким парням отказать? Улыбнулась и та. «Так, ко мне идемте», — встала со скамейки Тамара. «У меня и наливочка для такого случая есть». «А мы с сыном кабанчика недавно кололи», — произнес довольный Виктор. «Сейчас свежатинки принесу». «А у вас где магазин?» — включился в подготовку и Семен. «Что купить-то надо?» Еще сегодня утром они были пожилыми людьми, со своими болячками, копили деньги на свои похороны, а сейчас словно 50 лет скинули со своего возраста, сидели за накрытым столом, вспоминали юность, улыбались друг другу, обнимались. Иногда веселье прерывалось мелодией на чем-либо сотовом телефоне. Это беспокоились о них. Нет, не родители, а дети. А эти 4 пожилых людей
забыли обо всем на свете, ведь им сегодня судьба позволила на один вечер вернуться в юность. Ох, посмотрели бы на них сейчас их взрослые внуки и седые дети. Ближе к полуночи пришли эти самые седые дети и, с трудом сдерживая смех, стали ругать своих непослушных родителей, напоминая о их болячках. На следующий день, ближе к вечеру, сын Виктора повез на своей машине Семена вместе с провожающими на вокзал. Вот и поезд, прощальные поцелуи. «Сема, приезжай еще!» Слезы катились из глаз Анны, а он смотрел на нее, слегка покачивая головой, понимая, что через 2 дня между ними будут более 1000 километров и более 500 лет, и больше ему не преодолеть эти километры и годы. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.